Итак, вяжем дальше голову. Вы, конечно, можете... Эта голова у меня идет с моего видео от обезьянки. Вы, конечно, можете голову вязать. Например, мордашку вы можете связать беленькую, вот эту вот часть. Остальное все коричневое. Я хочу сделать ее полностью коричневой. Ну, конечно, не такую темную, немножко посветлее я пряжу, уже которую брала. Итак, приступим вязать голову. Для этого мне нужно, я надеюсь, сейчас уже темно, девочки, 11 вечера, позднего. И я надеюсь, что можно будет хорошо видеть, как я вяжу, потому что здесь вот тень постоянно падает. Мне кажется, что она мешает. Я думаю, что видно, да, все? Итак, делаем 8 воздушных петель. Хотелось бы мне сегодня довязать ее, поэтому не буду оставлять на завтра. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушных петель. Во вторую петлю мы делаем 2 столбика. Раз, два. Теперь мы вяжем до последней петли столбики без накидов. Раз, два, три, 4, 5 столбиков. И вот в последнем мы вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. Поворачиваем работу и вяжем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И в последнюю, вот в эту последнюю мы вяжем 2 столбика. Раз, два. Ставьте здесь маркер, чтобы знали, что здесь у нас начало. Теперь мы делаем 2 прибавки. Раз, два, 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Теперь мы делаем 4 прибавки. Раз, два, три, 4, 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И здесь мы делаем, сейчас посмотрю, 2 прибавки. Раз и два. Вот. Дальше мы вяжем 2 ряда 26 столбиков. У нас сейчас, вот ставьте здесь маркер, да, вот здесь. И у нас сейчас здесь, в принципе, должно быть 26 столбиков. Посчитайте, чтобы не ошибиться. Я сейчас тоже посчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Теперь мы вяжем 2 ряда без изменений. И продвигайте постоянно вот этот вот маркер наверх, да, потому что там потом будет мордочка увеличиваться, и я всегда путаюсь. Когда прибавки делаю, мне получается, что здесь больше прибавок, чем здесь. Поэтому маркер должен идти вместе с каждым рядом наверх. Вяжем сейчас 2 ряда без изменений. Итак, я провязала эти 2 ряда. Вот здесь вот продвигаем наверх, у нас маркер.
Теперь мы вяжем 3 столбика. Раз, два, 3. И теперь мы вяжем 9 прибавок из полустолбика с накидом. Это делается так. Накид, вводим петлю, выводим нить и провязываем все за раз вместе. Раз. Делается как прибавка, да? 2. Раз. 2. 2 прибавки. Накид, вводим, вытаскиваем, провязываем все вместе. Это полустолбик с накидом. Так, раз, два, 3, 4, так 9 раз. 5, 6, 7, 8, 9. Вот так у нас формируется мордочка. И теперь провязываем остальные 15 столбиков до конца ряда. Раз, два, 3. Провязываем до конца ряда 15 столбиков. Вот я провязала эти 15 столбиков. Что-то, девочки, так переживаю, что у меня здесь темно будет. Может, так лучше? 15 столбиков. Теперь мы следующий ряд делаем с прибавками. Вяжем 3 столбика. Раз, два, вернее 2 столбика. Я ошиблась. 2 столбика. И теперь мы делаем прибавки. Мы вяжем 1 полустолбик с накидом просто и 1 полустолбик с накидом прибавка. Накид, 1 полустолбик, и сюда теперь делаем прибавку. И опять 1 полустолбик в следующую петлю, и следующую петлю делаем прибавку из полустолбика с накидом. И так делаем 9 раз. 1 полустолбик и 1 прибавка. Один полустолбик и 1 прибавка. Делаем так 9 раз до конца вот этих прибавок и потом 15 петель до конца ряда. Вот, девочки, я провязала. Вот так вот формируется мордашка. У нас сейчас в данный момент 44 петли. Теперь нам нужно ее увеличить на 48 петель. Для этого мы в 4 точках делаем прибавку. Мы сейчас вяжем просто столбики без накидов, да? Один ряд. И вот мы делаем в 4 точках прибавки. Одну здесь, одну здесь, одну здесь и здесь. Если так все это раскидать наполовину, да, то значит в каждую 11-ю, я так понимаю, нужно сделать прибавку. Давайте сделаем так. Ну пусть не 11-ю, но самое главное, чтобы здесь прибавка, здесь, здесь и здесь. Вот. Мне нужно 48 петель, чтобы здесь было. Давайте мы сперва сделаем одну прибавку здесь. Потом провяжем 11 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот давайте. Вот я сделала здесь, это выходит в 11-ю сюда, да? Давайте здесь сделаем одну прибавку. Надо просто раскидать, чтобы мы в 4 точках. Раз, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Сделаем здесь прибавку. Это уже третья прибавка, да? Четвертая должна быть где-то здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и сделаем, провяжем еще пару петелек, и вот здесь прям под ротиком мы сделаем одну прибавку. Я, наверное, неправильно разделила, но это не самое главное. Смысл сделать в 4 точках прибавки. Вот. Ну, идем здесь вот. Здесь у нас начало ряда до конца. Вот сюда. Сейчас у нас 48 петель. И нам единственное, что остается делать, это просто сейчас вязать длину. И длину мы будем вязать 7 рядов. Девочки, вяжем 7 рядов. Давайте сейчас глазки вставим сюда. Глазки, носик. Мы в длину вяжем 7 рядов, а потом мы будем делать убавки. Убавки делаются 6 столбиков убавка 6 раз. 5 столбиков убавка 6 раз, 4 столбика и так далее. Но убавки мы сделаем вместе, потому что я бы хотела шарнир сперва вставить, показать, как он вставляется, да? Потому что, чтобы здесь шарнир сейчас ставить, нам нужно еще, ряды провязать. Для этого потом она будет вот так вот сюда садиться, эта голова, да? Сейчас мы ее сперва увеличим конкретно, чтобы она подходила к этому телу, а потом она вот так вот на шарнир садится. И здесь шайба ложится и прикрепляется. Вот. Итак, давайте мы с вами ставим сперва глазки. Глазки я хочу вот такие использовать, голубенькие. Буду использовать их прямо вот здесь вот, наверное, во втором ряду прибавок. Здесь один. И здесь один. Вот так, наверное. Тоже надо, чтобы все ровненько, да, было. Может быть, чуть ниже. Вот так. Вот так. Так, девочки, может мне лампу повернуть? Сильно прям тень. Блин, даже не знаю, как сделать. Оставить так. Вот так, наверное, да? Так вот у меня будут глазки. И садятся вот эти шайбочки. Но они очень тяжело садятся. Для этого есть специальные щипцы. Эти щипцы я тоже себе нашла, заказала. Потом я вам покажу. И садится вот такой носик. Прям в серединку. У того мишки носик черненький, а я хочу синенький. Смотрите, какой он классный. Я люблю носик садить не прям вот здесь вот, да, в середине, вот, а немножко выше, он тогда курносый кажется. Вот так. Вот. Вот это все закрываем шайбочками. Это надо немножко силу. Поэтому так, этот одет. А вот эти глазки мне нужно. Перед тем, как их вставить, я немножечко увеличиваю эту дырочку, потому что у меня нету специальных таких щипцов. Но скоро будут. И закрываем. Да, так вот закрываем это все. Добро. Я сейчас не смогу это закрыть. Она один раз кнакнула, да, но и оно вылезет. Его надо, чтобы он 2 раза кнакнул. О, ман. Смотрите, один раз это ничего не говорит, оно снимается. Вот, видите? Поэтому, если вы думаете, что один раз кнакнуло, то это не сидит, девочки. Он должен 2 раза кнакнуть, иначе ребенок зубами вытащит и подавится. А второй раз мне тяжело сделать, поэтому я чуть-чуть увеличиваю ножницами, потом делаю, чтобы она цак-цак 2 раза сделала. А если у кого-то есть щипчики, то щипчиками прям специально такие. Круто она сидит.
Поэтому я сейчас немножечко увеличу, посажу и потом вяжем дальше. Ну, а вы можете вязать, девочки, 7 рядов без изменений. Просто столбики без накидов 7 рядов. Итак, девочки, вставила я глазки, носик. Так все это выглядит сзади или внутри. Провязала я 7 рядов, и теперь мы делаем убавки. Убавки мы делаем, я сейчас один ряд с вами сделаю, и потом закрываете просто до конца. Первый ряд мы делаем 6 столбиков, убавка, и так 6 раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И делаем одну убавку. И повторяем так 6 раз до конца. Когда мы этот ряд убавим, потом мы можем с вами посадить его на шарнир. Вот, девочки, я один ряд провязала с этими убавочками. И теперь хотелось бы поставить его на шарнир. Сейчас игрушка, я бы не сказала, что такая сильно уж и маленькая. Будет немножко тяжело показать мне это, но я уже привыкла к тому. Итак, вы должны смотреть, да? Вот сейчас вот здесь вот эта вот прямая идет основа. И сейчас вот здесь будет закругляться это все. Ну, я думаю, настолько еще оно где-то увеличится, да? И не забываем то, что если мы заполняем ватой, то он сам по себе короче станет, но толще. Вот здесь вот мордашка идет. И вот вам нужно найти именно золотую середину здесь, чтобы эта голова сидела ровно, чтобы она не была ни налево смещена, ни направо. Это не так уж легко. У меня нету именно сколько-то петелек. Я вот просто на глаз ищу середину, сажу ее и примерно смотрю, ровно или неровно. Вот. Смотрите, какой он будет класснючий, девчат. Я сейчас, мне тяжело сейчас так видеть, правильно или нет, поэтому я его на руки возьму и посмотрю, да, издалека. Да. Да, вот мне кажется, что я его ровненько сделала. Вот так это выглядит внутри. Вот видите, насквозь я посадила. Теперь ложится такая шайбочка сюда. И ложится, вот, крепится вот таким вот креплением. Надо посмотреть, чтобы мордашка, чтобы мордашка была немножко сюда выпуклая, да, чтобы у нас не получилось так, что у нас сильно большой затылок будет сзади торчать, а голова нет. Поэтому я думаю, в принципе, правильно я ее посадила, но я думаю, еще пару рядов я сделаю вперед. Вот смотрите, видите, да? Вот сюда я ее посадила и сделаю еще раз, два, вот пару рядов сюда, чтобы мордашка вышла немножко вперед, вот так, потому что здесь еще будет увеличиваться, иначе у нас мордочка будет рядом вместе с животиком, а голова будет сзади торчать, поэтому на это тоже надо обращать внимание. Или вы делаете пару рядов убавок, а потом садите ее, да? Но я сделаю так. Сейчас посмотрю, ровно ли смотрится все, чтобы не получилось так, что мордашка налево. Я уже потом это все убрать не смогу. Ой, не очень только что легко смотреть, девочки, надо брать в руки. Я думаю, что ровненько будет. Вот так. Ой, ну мне он уже нравится. Все, короче, я делаю и все. Сажу шарнир, вот эту шайбу и вот это вот крепление. Держу всегда вот тут, потому что здесь эта шайбочка. И теперь, блин, где она? Вот она. Должно кнакнуть. Так, чтобы она еще крутилась, да? Достаточно. Ну и все. Теперь что мы делаем? Мы довязываем до конца голову. Мы делаем теперь только убавки. Мы делаем сейчас 5 столбиков, убавка 6 раз, потом 4 столбика, убавка 6 раз и так далее. И не забывайте наполнять. Наполняйте мордашку хорошо, потом мы ее будем утягивать. Окей? Ну все, тогда довязываем эту голову. Итак, девочки, смотрите, что у меня получилось. Мне кажется, что вот эти пропорции прям вот, ну вот офигенно все пасует сюда, подходит. Все прям подходит.
голова, ровно посадила, крутится вокруг оси из-за этого шарнира. Я не стала очень сильно, прям можно было до конца его засадить, но я не стала, потому что голова плохо крутится потом. Вот, животик к этой головке, ко всему прям шикарно все подходит. Я потом покажу это видео, когда он будет полностью готов. Здесь нам надо будет пришить еще вот эти вот зайчьи ушки. Они сюда вот так вот пришиваются. Потом, девочки, воротничок сюда вяжется от схемки собачка Соня. Да? Я, конечно, могу и другой связать, показать вам. Но в собачке Сони видео есть, как этот вязать воротничок. Вот, давайте сделаем утяжки этой мордашки. Для этого у меня вот такая большая игла. Тут и вату я немножко сейчас сюда ее протолкну. Вот. Нитку я брала, в России называется нитка ирис. Такая, знаете, она очень-очень такая плотная. Немножко как будто шелка дает. Ну, мне кажется, это хлопок. Не рвется она, очень крепкая. Покупала я ее в Турции, поэтому я не знаю, как она называется. Сделаем утяжечки. Я думаю, введу сюда в ротик. Для этого я сперва здесь сделаю такой маленький узелочек, чтобы эта нитка не проходила насквозь. Вот так. Теперь я веду в глазик. Ну, утяжки все они у меня одинаковые. Я люблю одним и тем же методом пользоваться. В ротик, потом в глазик, потом опять назад. В ротик. Сюда. И затягиваем. Вот так. Смотрите, сразу уже какой у него другой взгляд. Так, держим здесь, девочки. Вот так. Идем теперь сюда и в другой глаз. Немножко вату я так захватываю из-под низу. Затягиваем. Так, нитка сверху, значит, чуть-чуть ниже иду. Не хочет протыкать. Вот так. И затягиваем. Я люблю, чтобы он чуть-чуть исчезал. Если вы видите, что один глаз ниже, чем другой, то повторите эту процедуру с другим глазом еще раз. Так. И назад. И потом желательно сейчас здесь сделать узелок. Смотрите. Свет, блин, сейчас так не очень хорошо это все видно, потому что свет мне не нравится, когда вечером. Делаем здесь узелок. Так. Ну и смотрим. Эту пряжу можно немножко вытащить. Если сильно утянули, то все можно откоррегировать вот так вот. Вот, теперь мы вот сюда делаем переход в носик. Так. Нам можно брови выше, но я хочу носик немножко утянуть. Так. Теперь эту вату немножко так опять вытащить, форму сделать. Мордашки. Такой. И можно теперь вышить ему брови. Тяжело показать это все с такой иглой еще огромной. Так,
Нет, так не могу видеть. Да вообще, что я вышиваю. Сюда. Сюда. Так. И опять в ротик. Теперь поменяю иглу поменьше. И сделаю там узел. Блин, так жарко, кошмар. Я еще окна закрыла, потому что на свет все мухи сюда летят и комары. Это что такое? Так. Ну, все, наверное, больше я ему утягивать ничего не буду. Сделаю здесь просто узелок. И все на этом. И вы видите ее в какой-нибудь другой стороне. Так, и там отрежьте. Натяните только, да? Чтобы она туда ушла внутрь. Так, ну вот такой механик у меня получился. Мордашка красивая, но только сейчас в данный момент, блин, я не могу это показать, потому что и свет не тот, и сама игрушка не маленькая. Ну, он такой сладенький. Вот. Итак, шапочка будет ему просто, ну как она не будет держаться у него на голове, да? Она просто вот так вот я ее пришиваю. Я ее так на бок ложу. Здесь ушко пришивается. Я ее вот так на бок ложу, девочки. Загибаю вот здесь вот так. Смотрите. Загибаю. И потом здесь ниточкой захватываю, чтобы он вот так вот и висел. Кто этого делать не хочет, просто... Ну, она не будет держаться, она будет постоянно падать. Вот, поэтому я ее сделаю так. Я ее полностью здесь по краю прошью. Загну. И зацеплю здесь ниткой. Смотрите, что получается. Вот такое чудо. Блин, мне так нравится. Сейчас, знаете, такой свет, что вот этот весь вот этот вот почерк так сильно в глаза бросается, да? А в данный момент, это я через камеру, если смотрю, если я на него так смотрю, я не вижу вот эти вот все, весь этот почерк, как будто вот петли там выходят или еще что-то. Он смотрится очень классно, но через камеру, потому что не тот цвет. Сейчас ночь уже на дворе, поэтому. Ну, вот так вот он выглядит. Давайте с вами свяжем ушко и свяжем хвостик и воротничок. Итак, для этого ушко кольцо амигуруми и вяжем 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Я взяла другой крючок железа, потому что очень жарко, и у меня вот бамбуковый, он уже не скользит совсем. Делаем 6 прибавок. 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем, девочки, два ряда без изменений. 2 или 1. Один ряд без изменений. Это ушко. Провязываем один ряд без изменений. Провязали один ряд. Теперь мы это ушко складываем. У нас сейчас 12 петель. Мы его так складываем и провязываем за 2 стеночки. 6 петелек. 1, 2,
3, 4, 5 и 6. Такое получается ушко. Я еще здесь закреплю. Я вам уже говорила, да, что кто хочет, делает 2 ушка. Я, так как шапочку пришиваю, делаю ему только одно ушко. Вот так я его ложу, вот так и вот так вот сзади его пришиваю. Если вы хотите, делайте 2 вот таких. Но я сделаю одну, потому что шапка будет пришитая. Дальше вяжем хвостик. Для этого все так же вяжется. Кольцо амигуруми и 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и делаем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вяжем один ряд без изменений, 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь мы этот хвостик закрываем. Вы можете чуть-чуть ваточку положить, но у меня вот остаток есть от этой нитки, я ничего туда больше ложить не буду, не хочу, чтобы он сильно торчал. Теперь я просто каждые 2 петельки так вот закрываю. Котенок кричит. Хоть дверь закрыла, не хочет быть один. Перед дверью орет. Надо запустить его. Так, девочки, вот у меня такой хвостик. Его мы пришиваем вот тут, сзади. Так, запустила я кошару. Слушайте, как он мурлычет. Счастливый. Иди сюда. Эй, Сюська, иди сюда. Слышите, как он мурлычет? Смотрите, девочки, смотрите, что у меня есть. Смотри, какой красивый. Эй. Ку-ку. У меня один котенок остался, его в августе заберут. Меня всех разобрали, всех своих кошек кастрировала, все, хватит им. Больше разводить не хочу, я 10 лет разводила, хватает. Да? Тут один остался, котенка сегодня последнего забрали, и вот он плачет, не хочет один. Так, девочки, давайте мы еще воротничок свяжем. И все. И потом только мишку надо будет собирать. И он будет готов. Сшивать, я думаю, мы можем это все сами, да? Для этого я сделаю попроще. Не так, как вы можете связать его, как у собачки Сони. Есть мое видео на моем канале. Или вы свяжете. Я делаю это очень просто и легко. Не замудренно. Беру, делаю воздушные петельки. 1, 2, иди отсюда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не знаю, сколько мне их нужно. Я потом... Вы замеряете, да? Вот обхват шеи.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 попробуем. Да, у нас сейчас уже час ночи, но мне здесь не весело. Ой, я имею в виду, мне не скучно. Вот. У меня здесь вокруг кошки всегда должны быть рядом со мной, если я вижу. Всегда. Если бы вы сейчас видели, у меня двое лежат на кровати, один здесь бегает рядом. Одна сидит на полу. У меня вообще 3 кошки. И одного котенка в августе этого заберут, и все. Такой он хорошенький, такой ласковый-ласковый. Чисто белый, ни одного пятнышка нету, как папаша. Вот, обхват сделали. Вот так. Теперь что мы делаем? Теперь мы просто вяжем назад, и все. В каждую петельку мы делаем столбик без накида. Просто вяжем назад. Конечно, вы можете и знаете, как сделать столбик с накидом, тогда он будет немножко больше или шире, этот воротничок. Но я его сделаю таким узеньким. Просто иду назад. И все. Я сейчас все сошью полностью, да, мне привяжу этот воротничок, потом пришью это ушко, пришью ушки на ножки, шапочку пришью. Это можете сами вы сделать. Я не думаю, что мне это надо на камеру показывать, потому что невозможно мне аккуратно все пришить, показывая это на камеру. Нет у меня таких приспособлений. Так, смотрю, резкость вообще. Просто мы вяжем в каждую петельку столбик. И доходим до конца. А в конце, вот здесь вот последнюю оставляем. Я делаю одну воздушную петельку. Нет, подождите. Давайте мы еще ее провяжем. Теперь делаю воздушную петельку и просто соединяю. Делаю узелок. Подлиннее оставляем. Затягиваем. Получилось вот просто такой воротничок. Берем этого косолапого. Мы его ложим. Вот так. И вводим ниточку вот эту сюда и завязываем. Завязываем очень крепко. Вот так. Когда мы это завяжем на пару узелков, да, потом это нужно очень аккуратно, девочки. Я знаю, что это нелегко, но очень аккуратно это дело прижечь. Прижечь так, чтобы не было видно, что она прижженная, но оно должно быть немножко как она должна скрутиться, чтобы как пластик вот образовался, чтобы она не распускалась. Я вообще люблю такое дело, может быть, какую-нибудь, знаете, маленькую какую-нибудь бусинку посадить сюда. Но если это аккуратно прижечь с зажигалкой, то она распускаться не будет, вот это место. И вот так она выглядит. Вот. А можно сюда, если у вас будет розовая девочка, да, можете сюда какую-нибудь красивую пуговичку пришить. Сперва прижечь, а потом пришить. Или кто хочет на горячий клей посадить, почему бы и нет. Я очень много использую горячий клей, он используется везде. Даже какие-нибудь пинеточки покупаешь, и там какая-нибудь аппликация, она тоже все на горячем клее приклеена, поэтому я не вижу ничего ядовитого в этом. И можно, в принципе, сюда какую-нибудь пуговичку, не знаю, может, морской якорь какой-нибудь. Есть у меня такие пуговички, тоже красиво смотрятся. Ну вот, девчат, в принципе, все. Медведь связан. Получился он очень красивый. Я ему пришью вот это ушко сюда сейчас. Пришью ему хвостик.
пришью эту шапку и пришью, что еще? И все, по-моему. А, вот эти вот еще, смотрите, вот сюда пришью. Вот. И потом я сделаю завтра фото и выставлю вам видео. Вот. И покажу, какой он у меня получился. И среди бела дня он выглядит совсем по-другому. Вот кошары, а. Блин, днем дети покоя не дают, ночью кошки покоя не дают. Блин, дурдом. Честное слово. А у меня тут очень весело. Итак, ну вот. Все вроде бы, да? Все я вам сказала. Не забудьте, девочки, вашу эмблемку с вашим именем пришить. Это тоже очень важно. Это же ваша работа, ваша ручная. А я сюда еще такое сердечко вышью красивое. Попозже потом выставлю в Инстаграме, можете посмотреть. Да, кстати, вы меня можете на Инстаграме найти. Я есть в Фейсбуке, я есть в Одноклассниках. Везде. Так что просто задавайте Хелена Янцер, и вы увидите на меня. Если у кого-то есть желание, интерес мне написать в личку, прислать фотографии, я с удовольствием посмотрю, оценю, аккретизирую. Вот. Ну ладно, всем спокойной ночи. Спасибо большое за то, что вяжете со мной, то, что ждете, за комментарии, за лайки, за абонента, за все. Спасибо. Пока. Итак, доброе утро всем, мои хорошие. Доделала я вчера этого Мишаню. Вот так вот он выглядит. Девочки, получился он шикарный просто. Единственное, что вы, конечно, можете выбирать, вы можете мордочку до прибавок сделать белой, и потом дальше вязать коричневой, или вы можете все так и оставить. Вот эти вот ушки, я хочу вам сказать, как я их сделала. Я, когда их связала, оставила немножко длинные 2 нити. Потом я их просто зацепила здесь и привязала. И когда я привязала, отрезала и прижгла, скажите чем? Зажигалкой, вот. Я бы не сказала, никаких пятен, ничего не видно, но чувствуется, что она как будто бы чуть-чуть так шершавая, но это не страшно, они не оторвутся и не это самое. Вот. Ну вот такой он у меня класснючий получился. Ушко я тоже ему пришила. Хвостик у него вот такой. Он весь такой, знаете, весь такой пухленький, такой. Ой, я бы его затискала, честное слово. Прям вот эти все пропорции ему прям полностью подходит. Глазки голубенькие мне очень нравятся. Вот. Голова у него кружится. Ну, во все стороны. Воротничок, если кто хочет, может сделать повторно еще поверх, знаете, петельки, чтобы он был подлиннее. В принципе, можно здесь сделать. Но я так оставила. Так что вот такая у меня получилась прелесть, мне очень-очень нравится. Я не могу себе представить, как будет красиво смотреться белый медвежонок в розовом одеянии. Сейчас я сегодня буду делать видео для немчиков своих, но он у меня будет такой ярко-зеленый, желтый такой. Хочу что-то такое летнее, яркое, не знаю почему. Эти голубые тона мне уже надоели. Это он был по заказу, поэтому я его сделала. А остальное у меня будет такой, не остальной, господи, а другой. Для немцев у меня будет такой яркий-яркий желтый, зеленый. Ну и все. Вяжите с удовольствием. Я очень рада, что вы вяжете со мной. Мне, правда, очень приятно. Всем пока-пока. До следующего раза.